Девочки, посмотрите, кто у нас тут живет на окошке. Брызгаем его каждый день. Мы теперь втроем живем в этом номере. Сейчас, говорю, придут, если убирать, будут очень удивлены, кто у нас здесь на окошке. Мы на ночь с окна убираем, днем ставим. Сейчас мы собираемся погулять. Только что завтракали вот в этом кафе. Там были вкусные сосиски, булочка, сосиски с горчицей, и с кетчупом, и салатик. Так здорово. Не знаю, что мы все эти дни туда не ходили. Нам очень понравилось. Так, наше путешествие продолжается. Выставку мы, девочки, посетили, мальчики, поснимали. Но у нас сегодня ботанический сад в городе Дрезден. Вот мы приехали на единичке. Сейчас мы пойдем, еще пока не знаем куда, в какую сторону мы пойдем. Сейчас нам наш навигатор расскажет, в какую сторону. Там 8 минут, да, Наташ? Мы ходим по навигатору. Наконец-то определились с направлением. Вроде как ботанический сад. Туда куда-то. Прямо, да? Если он нас не обманет, не введет в заблуждение. Сейчас посмотрим. Кто обожает Volkswagen, Volkswagen центр. У нас Шкода с мотором Volkswagen. Сережа будет смеяться. Я умничаю. Сад. Botanical Garden. Так это сюда надо заходить? Да? Так я не знаю, может там какие-то экскурсии. Можно ли там просто? Сейчас мы... ну тогда пойдем. Бесплатный, фри? А где ты прочитала, что бесплатно на сайте? Тут надо самим ориентироваться, да? Да. Это расписание с апреля по сентябрь с 8 утра до 18, с марта по октябрь с 10 до 17, февраль-ноябрь с 10 до 4, январь-декабрь с 10 до полчетвертого. Нельзя Так. с собаками, нельзя курить, нельзя на велике. Срывать ничего? Ничего не срывать и не топтать. Так, вырезаем. В какую сторону идти? Тут какие-то прям на траве какие-то таблички стоят, вообще ничего не понятно. А вот, Наташ, тут есть карта ботанического сада. Туалет. Да. Это первое, что надо сюда посмотреть. Вот мы тут. Это мы зашли. Вот мы зашли. Вот красная кнопочка, это мы зашли. Так. И вот мы будем сейчас... Вот это вот здание. Потом еще. Ну, пошли. Там какое-то озерцо, я вижу, да? Водичка. Да. Ну, все, идемте. Сейчас я сфоткаю. Ботанический сад Дрезден. Там теплица какая-то вон стоит. Ну, пока непонятно. Наверное, летом, когда это все как-то цветет, оно, наверное, как-то получше смотрится. Мне так кажется. Я так понимаю, что это проход, да, наверное, нельзя сюда заходить. Это табличка. Боже, плохо, когда не знаешь языки. Подожди, а там какое-то озеро было, это что, оно? Это лужа какая-то. Еще не пойму. Это непонятно. Ну, почему, блин, погуляем посмотреть? Потому что вот ботанический сад начинается, он прямо написано. Ну, вон и есть, люди ходят. Вот там столько в теплице. Тоже закрыто. Хотелось бы же глянуть в теплице. Там, наверное, какие-то красивые растюхи редкие. Там, по-моему, даже где-то должны быть орхидеи. Где-то я такое слышала. Ну, их там немного. Но они должны быть. Да, вот там подсветка организована у растюх.
Ну, девочки, давайте сейчас подойдем сюда. Тут таблички нет, что нельзя. Но вот так хотя бы глянуть через стекло, да? Видите, лампы горят над растениями. Вот такие вот диодные. Не знаю, можно туда, но пока что я не вижу, чтобы заходили. Ну, может, мы потом зайдем, а может и нельзя пока. Но это не орхидеи, это просто разная лиственница. Я так понимаю, что туда еще нельзя заходить, Наташа? Можно. Можно же? Только мы просто не с той стороны, да? Не, мы с той стороны. Ага. Понятно. У нас сегодня бродилка по ботаническому саду. О, а тут смотри, открыли прям. Ну, говорю, вот ботанический, вот он начинается, где вот написано Реген, что там, Мгм. Валдхаус. О, тут пальмы. Мы сейчас где не видим. А, нет, здесь не заходишь. Тут не зайдешь, тут заросли. Они просто открыли, чтобы проветривалось. Не холодно им еще? Может, на ночь закрывают? Хотя нет, судя по тому, что здесь так давно вода стоит, наверное, их уже открыли. Кактус вон цветет. Не знаю я название всей этой красоты. Не знаю. А с детворой тут гулять само то. На прогулку прийти, да? Я думаю, что когда морозы, на зиму их убирают. О, смотрите, как цветет алоэ. Девочки, поправите. Цветет, видишь, вот, А что это? ну, похоже на алоэ, видишь? Алоэ вера, может быть. И вот смотрите, какой огромный он. Это он может так вырасти, обалдеть. Сколько тут, 4-5 метра? Я думала, алоэ не... Нет, там, кстати, есть табличка. Алоэ, да. Алоэ. Вот, алоэ, я угадала. Ну, алоэ не узнать, как бы. Это, конечно. Видите, он как отмирают листья, отмирают, сушат их старые. Они потом отпадают и формируется прям ствол. И он вот такой огромный, как дерево, вырастает. Это для меня, девочки, открытие, честно вам скажу. Толстянка. Толстянка. Ой. Выкапать в серединку орхидейку. Здесь готовят, вижу, клумбы. Будет красиво весной. А, можно зайти, да? В ту, которую мы смотрели, да? Ой. Сегодня солнечно, здорово. Нам последние дни хоть немножко по солнышку погулять. Здесь работают. Ага. Здесь обрезка идет. Класс. Эта женщина работает. Ухаживает за растениями. И дальше куда? Что я не пойму. Это что? Ну там дальше есть куда идти, да? Или он маленький? Может, там небольшой ботанический сад? Здесь техника работает. Регенвалдхаус. Я, конечно, читаю английскими буквами, что написано. Сами понимаете, что это по-немецки. Девочки, вы не поверите. Я позвонила, может, я вам рассказывала, учительнице Костиной по английскому. Написала, вернее. Я говорю, Наталья Викторовна, срочно. Ой, боже, какая милота. Срочно. Мне нужен хотя бы один урок английского в неделю. Она смеется, говорит, а что случилось? А что случилось через 30 лет? Очень надо. О, смотри, Наталья, это каучуковое, вот это вот, господи, фикус, похож на него. Вот это вот, он же, мы его привыкли маленьким видеть, да? Но листья на него похожи, я не знаю, ну, неужели это он? Но не кротон же это. Может, это кротон? Не кротон. Я кротон свой, который у меня дома, видела в Турции. Огромные деревья. Я чуть, ну, не ожидала. Чуть в обморок не упала, когда увидела, до каких размеров он вырастает. А ты куда?
Что это такое? А, Таша всегда найдет что-то интересное. Тут минералы или что? Тут минералы. Всякие эти вредители, насекомые. Клопы жут. Там сильно жарко, но я зайду. Ты не пойдешь? А туда можно, да? Можно. Откройте, слишком жарко. Я понимаю. Я на минутку. О, девочки, ай, тут так жарко. Голова закружится, да? Угу. Здесь просто париловка. Тут надо, конечно, всякие такие вот штучки. Тут просто такая влажность, процентов, наверное, не знаю сколько. Так, я по кругу и обратно, а то я сейчас задохнусь здесь. Чего не такой влажности? У меня кружится голова. Все, я выхожу отсюда, девочки. Тут красиво, но слишком душно. Хотя нет, сейчас начинаю уже адаптироваться. Главное об этом не думать. Банан, по-моему. Или не банан, не алаказия. Может... Не, это может какая-то алаказия. Фу, девочки, смотрите, какие огромные листья. Похоже на алаказию. Таш, ты будешь ходить? Тебя попустила? Смотри, какая. Только что кричала, что не зайду. А тебе стало... Адаптировалась ты быстро, да, за пару секунд? Тяжело дышать. Сильно жарко. Все, выходим. Обалдеть. Просто тропики. Ужас. Фу. Вы не представляете, наверное, 200% влажности. Всякие такие штучки растут. И тут всякие зингибер. Ага. Боже, смотри, какая духота. А у меня аж голова закружилась, когда я только зашла. Подожди, я посмотрю, тут хоечек нет. Вот это похоже на хою. Угу. Девочки, вот это не хоя случайно. Посмотрите, какие листья. Хоя, дота, не знаю, но это не хоя. Хоя, ну вот собралась здесь. Вот. Нашла табличку. Вот кто это. Вы прочитали? Хоя кинамомилория. Кинамомилория. Тут, может, среди кустов есть хоя, я не вижу. Так, все, Наташа убежала, я тоже убегаю. Девочки, очень жарко. Просто трындец. Душно. Фух. Фух. Туалеты сделали. Слушай, мне аж плохо стало. А сколько там? Ну, мне же ж интересно, понимаешь? Да, боже, капец. Фу. Я не думала, что так будет. А вон там, смотри, еще какие-то теплицы. Их много. Еще если они такие все душные, не, я не выдержу. Маленькие цветочки по всей территории. Первоцветы. Ой, здесь так красиво, смотрите. На зеленой травке такая вот красотень. Красота. В общем, африканская теплица Господи, теплица с влаголюбивыми растениями, конечно, произвела на меня впечатление. Мы на лавочке сидим. Спасибо вам большое, взаимно. До свидания. Отдыхаем в ботаническом саду. Зимой мы нашли поляночку нарциссиков. Такая красота. Они такие низкорослые. Какая милота. Смотрите. Ну, тут сами. Они сами здесь разрослись. Ну, может, их и посадили. Но они же сами луковичками так. Какая красота. Ребят, здесь столько милоты разной. Бабочки летают, да? Да, села сейчас.
Здесь, в общем, очень много табличек. Тут какие-то растения вот такие интересные. Вот некоторые цветут. Смотрите, такие у них варигатные листики. Всякие, не знаю. Вар. Я угадала. Вар. Варигатные. Очень много вот такие вот табличек. Что-то взошло, что-то не взошло. Ну, в общем, вот так все утыкано. Надо все читать и все это рассматривать. Вот посмотрите, на каждом участке множество разных названий возле каждого стебелька. Вот, например, вот это вот. Кто это? Кто ты? Вот. Какой-то вот. Короче. А, ну вот же, вот они. Вот они. Интересно. Ботаникам тут очень интересно, любителям растений. Таша рассматривает. Вот тоже какое-то интересное травянистое растение. Вот оно, интересное. Пчелы опыляют, летают. Он на ромашке сидит. В общем, так все мило. Здесь что-то всходит уже, пробивается. Весна. Какие страхи мы тут прочитали на этой табличке. Мы просто шли, и здесь такой ручеек. Но у нас не было в планах мыть руки здесь. И я говорю, Наташа, что тут за табличка? И мы включили переводчик. И тут, оказывается, внимание. В общем, все водоемы на территории, этого ботанического сада заражены вот этим паразитом. Какой-то циркарий. Он на утках живет. Девочки, тут нельзя ничего трогать. И он может, вы можете стать его хозяином, что ли. В общем, он может, вы можете им заразиться. И потом у вас будут дерматиты. Боже, капец, надо бегом текать оттуда. Лучше бы я это не знала. Не, думаю, чего рука с какими-то вот этими, как бородавками нарисована. Оказывается, вот так. О, там смотровая площадка. Да, сейчас. Тут вот возле каждой таблички что-то растет. Но оно либо еще не выросло, либо какое-то такое крошечное. Но оно уже подписано. О, давай. Смотрю, этот ракурс как здесь идет. Сейчас, тут такой вид. Вид на миллион. Что-то под сеткой. Нет, мы не заметили. Тут что-то такое, то, что нельзя вообще даже трогать. Какие-то мхи или шайники. Дрессера. В общем, виды каких-то мхов. Мох. Девочки, мох. Но он на сфагнум похож, да? Опасно даже трогать. Я теперь боюсь трогать все. Ничего не трогай, не дотрагивайся ни до чего. Понял. Муша, Понял. Привезешь домой подарок. Не говори. Ки или шайники. Гроссенгартен. Вот этот парк за забором? Гроссенгартен называется, да. Ну там летом хорошо, наверное, Здесь отдыхают. хорошо сейчас, сегодня там на травке все сидят. Это я уже боюсь. С детками у них сидят. А, да, точно, вон пикнички. Где это Гроссенгартен? Ну, потом мальчик бьет. Бегом занимаются. Спортивная нация. Здесь вот только обилие вот этих вот... Я вам говорю, вот возле каждой вот этой таблички вот какая-то вот такая... Не видно, вот милота растет. Охраняется. Что-то вот тут произрастает. Вот, возле каждой таблички. Ой, что такое ты нашла красивое? Ну, такое маленькое, красивое. Обалдеть. На камнях просто вау, да, как смотрится. Боже мой. Какая милота. Уже повыцветали таблички, не прочтешь, что написано. Прям милота, милота. Дальше шагаем. Мы прям, знаете, сегодня отдыхаем. Вот такая-то вот прямо воздух свежий, прелесть, птички поют. Этот ручей здесь течет. Какой-то
тростник. Так вот он называется. Кому интересно. Ну, я согласна, что здесь, конечно, сейчас только первоцветы, а летом, наверное, здесь будет намного интересней. Так, там вот мы видим диких пчел. Думали подходить, не подходить, но как же не подойти? Они там занимаются своей жизнью. Смотрите. Обалдеть. Wie ist das jetzt ausgerichtet? Чего это у них ракушки? Там им нужен кальций. Das ist eben Wetterseite, gell? Ja, bei uns ist es das. Что про них тут пишут? Это виды пчел, которые здесь летают. Мы их встречаем. Они везде опыляют цветочки. Таша, подальше. Они на людей не нападают. Ну да. А смотри, как интересно. С какой-то целью листья не убрали, а сложили вот так в кучу, сгребли и натянули сетку. Девочки, у кого приусадебные участки, с какой-то целью? Компостная куча получается, да? Тоже для каких-то целей, для каких-то, наверное, насекомых. Вот что это за дерево? Американская буча. Чем не знаю, девочки. Ну вот так, почему-то. Специально сделано так. Ну пчелы, конечно, вау. Ой, как красиво. Там, наверное, сосничок, да, Наташ? Сосничок. Где пчелки собирают нектар. Видите, прям первоцветов целая поляна. Обалденно. И начинаются елочки. Ну, это хвойные породы деревьев и кустарников. Мы сюда зашли, прям, знаете, такой фитоуголок. Прям вот аж легко стало дышать. Обалдеть. Я вспоминаю, мы когда ездили в Крым, были... Где мы были? В Алупке или в Алуште, я уже не помню. В какой-то раз в Алупке, в какой-то раз в Алуште. И на территории, там был санаторий, по-моему, Днепр назывался. И там были фитоуголки, стояли под можжевельники огромные насаженные. И стояли, сделаны там были фитоуголки, там лавочки, столики. И после моря мы поднимались по склону и садились и дышали. Прям вообще... Ой, а это что за подснежники, что ли? Какие-то колокольчики, не знаю, что такое. Какие-то тоже... Там написано... Это название или это какое-то предупреждение, непонятно. В общем, красиво. Тут тоже можно посидеть, отдохнуть. И, в общем, вот этот запах мне сейчас тоже так прям напомнил наши посиделки под можжевельником. А тут, видимо, какая-то карта была. Мы нашли какие-то бассейны непонятные. В каждой, видите, в каждой ячейке. А, смотри, там какие-то ракообразные живут, вон ползают. А вон, улитки. Улитки. Это вот. И название их. И растения, видимо, либо это, скорее всего, разные водные растения. Вот в каждом... Да, вот смотри, это как водоросли. Мелодия канаденсис.
Вот. Норф Америка, да? Да. Это Европа. В Европе растет вот этот мох. Северная Америка, получается, но... Норф, да, северная. Вот тоже какие-то растения здесь, как кувшинки, что оно такое. Нету таблички нормально. Тут что-то тоже. В общем, вот это так все выглядит. Что-то там пытается вырасти. Вот здесь, например, вот это похоже на вот водоросли, которые в аквариуме. Интересно. Первый раз такое вижу, честно говоря. Тут тоже камыши какие-то. Куча табличек, все это подписано. Каждая кочка пронумерована. Здесь тоже не знаю, что-то растет. Вот тут целый у них огород. Я так понимаю, что они будут что-то высаживать. И, возможно, будут какие-то цветущие поляны со временем. Все-таки сейчас только конец марта. Ну, может быть, летом тут будет вообще вау-вау. Вот здесь тоже что-то непонятное. Нам непонятное. В общем, вот так это все ухаживается. Все подписано. Все учтено. Ботанический сад небольшой. Мы погуляли. Сейчас где-нибудь еще пойдем. Таша там какой-то замок нашла. Вечером у нас после обеда в магазине. Lidl, DM. Надо гостинцев купить своим. Какая милота. Какая милота. Ага. Розовые. Кто это? Фододендрон. Я знаю филодендрон. Филодендрон. А это ну, может, я неправильно почитала. Где они находятся, но они здесь есть. Там? Вот они. Мы чуть не ушли, не увидев орхидеи. Это так не пойдет. Вот, подожди. Это где-то здесь? Не, вот, куда мы заходили? No exit, entrance only. А, здесь выхода нет, только вход. Это вход, да? No entrance, Чего no непонятно. exit, entrance. Вот только вход здесь. Только вход, да? Ага, сейчас пойдем искать. Там, наверное, где-то теплицы были. Там орхидеи были. Ну, Да. 5-й номер, да? Побежим. 5-й. Собрались. Мы сейчас здесь. Нам надо идти сюда, через весь парк в обратную сторону. И какие цветы Там пчелки интересные. аккуратно. Ну, такие интересные. Смотрите на это чудо. Да я вижу. Боже, какая милота. И как эта милота называется? Адонис, если это его табличка. Нет, Денис это желтый вот. Вот этот желтенький, да? это Денис. Ага. А вот эти? Наверное, вот это. Да. Пурсатила грандис. Класс, да? Вообще. Подозреваем, что где-то вот на этом квартале должна быть теплица с орхидеями. Что это обозначает? Не кричать или что? Что за знак? Ну, я не знаю, можно тут ходить или нет. Сейчас нас, если скажут нам, что куда вы пришли, кто вам разрешал здесь ходить. Но здесь не орхидеи явно. Тут, кстати, цитрусовые я вижу немножко. Сейчас нам дадут, Наташа, грабли и лопаты, и пойдем мы. Я не могу понять. Здесь вход. Но это не орхидеи, нет. Здесь орхидей нет. Здесь кустики. Не знаю. Может, с той стороны?
Здесь кактусы, алоэ, пальмочки. Не знаем. Сейчас мы посмотрим, девочки. Сейчас точно нас привлекут к занятиям по добровольческим ухаживаниям. Здесь что? Не орхидеи, нет. Здесь такие теплички. Тепличное хозяйство. Тут кактусы я вижу. О, сколько кактусят. Они вот так вот. Боже, сколько кактусов. Смотрите. Тут везде кактусы. Вон они там стоят. Разные. Девочки, что-то или мы без толкуши? Или орхидей нету? Орхидеи все уехали на выставку. Смотрите, тут пересаживают этого кактус. Не знаю, Натал. Там не орхидеи? Да нет, там закрыто. Не? Там орхидеи, не? Туда можно заходить? Сейчас нам надерут уши. Душно. Ой. Так, там тоже не орхидеи, да? Не. Точно? Я с этой стороны. Вот орхидея, я нашла одну. Все, говорит. Зайти там, наверное. Вот. Вот они ж, вот они, ансидиумы. Вот такие вот. Мне кажется, там сбоку не Вот, видно. смотри, эти самые Маленькие. башмачки. Вот они. Вот они какие красивые. Но цветущих тут нет. О, какой красавчик. То есть они тут кое-где попадаются среди растений. А вот твои. Какие мои? Не похожи. А, не, у меня таких нет. Ну, Это Не тангопея. Нет, вот это гутата какая-то. Гутата. Нет, таких у меня нету. Не? М-м. Ну, как это тебе похоже? А вот смотрите, какая. Сидерея джапоника. Вот так ее можно выращивать. Видите, на блоке. Красота. Ну, я так думаю, а там где-то еще, может, что-то есть. Здесь. Где? Вон там? Экспертиза. Может, будут ругать, там вещи их. Я боюсь. Стесняюсь. Если кто-то был, разрешил. Ну, тоже это что теплица все. Ну, теплицы, может, туда нельзя заходить? Не буду я хозяйничать без разрешения. Тут с краешку посмотрели, да и хватит. А вот экзит. Я стесняюсь. Если бы хотя бы кто-то пришел, мы бы посмотрели, спросили бы. Может, нельзя сюда вообще входить? Тут у них вещи. Наташа, идем. Тут вещи их личные. Ребята еще будут. Да? Ты видела? Да, это мальчики с вторым ходили. Да. Ну, я стесняюсь, если бы они... Там у них эти знаки всякие. Ага, закрыто. Ну, вот мы увидели, что здесь в основном бульбовые и башмаки. И всякие цилопеи, цилопеи. В общем, вот здесь есть орхидеи. Но фаленопсисов там не выращивают. Ставить руки, это может прижать руку. Вот эти знаки обозначают. Ну, теперь будем знать. Думали, что это за белые цветочки. Магнолия. И она расцвела уже. Открывают бутончики. Пахнет или нет? Ой, она так пахнет. Белая магнолия. Ну, останется. Стеллата. Сейчас я скажу. Магнолия стеллата. Красота. Смотрите, какая прелесть, да? И пчелы трудятся. Это мы зашли вообще не с той стороны. Все выходят оттуда. Ну, как всегда. Все в двери, мы в окно. О,
Сейчас мы зайдем туда, куда надо. Да, я уже вижу. Ага, это какой-то дендрон. Дендрон какой-то. Идем, Натал. Ой, смотри. Ага, ну да, тут покрасивше будет. И чё? Угу. Вон там наверху висят. Вот. Но их тут немного. Вот они в подвесных корзинках висят. Такие прям куртины. Смотрите, сколько их. Взрослые. Ну, это ансидиумы, наверное. И они просто уже не цветут. Отцвели вон есть немножко у них. Но огромные, огромные. Но тут им надо вот действительно... Развернись. Куда? Стекло. А, за стеклом, так туда можно зайти. Привет! Цветущие смотрят. Это Ванда. Она какая-то прям уже... Смотрите, какие у нее... Сейчас, надо, наверное, зайти туда и поснимать. Вот смотри, красавица, природник. Боже, какая милота. Котлея Синкарана. Сайнкарана. Так, идемте зайдем. Там, наверное, очень душно. Фух, тут еще сносно. Там, наверное, душно. Ой, Наташ, там закрыто. Можно только с этой стороны глянуть. Башмачок. Закрыто, да. Дендробиум висит. Жалко, что закрыто. Там столько интересного, девочки. Не посмотришь. Вот смотрите, какая красота, милота. Почему нельзя заходить? Мне здесь прям как, знаете, такое ощущение, что там вот просто как вот делают флорариум, вот это вот один большой флорариум, и в нем прям там они цветут такие классные, вот это вот мне нравится. Через стекло и не увидишь. Это все же не валун первый, это все просто саркодемия. Ну да, максиллярия вот цветет. Вознючая. Ой, какая прелесть. Дендробиум пенделум. У них там своя атмосфера. Они там цветут, у них там влажность. Смотрите, вот блочник какой интересный. Не подписан. Специозум. Дендробиум специозум или специозум, наверное, вот так красиво цветет. Супер. Так, а это не Линдли? Линдли, Таша. Тот, который мы вчера приобрели на выставке. Вот он здесь. Таша, вот тот, что мы купили вчера. Вот он. Это мы купили? Ну да, мы его купили, но тут как-то жиденько цветет. Вот, Линдли. Жарко, да? Раздевайся. Дендробиум офилиум. Вот Ванда цветет. Вот, смотрите, вот она. Красотка. Жалко, что нельзя зайти. Амабилис. Ну вот Амабилис, он как-то больше, ну, тоже интересный. Вот на мою снежинку похож, которую думаю. Вернее, снежинка похожа на него. Но это Ванда удивительная. Единственное, отсвечивает, потому что стекло. Ну, прикольно. Какая красивенькая.
Попугай здесь, наверное. А, где-то попугайчик. Энциклия ханбурие. Вот это вот. И вот ее цветонос, вот он. И вот ее цветочки. Такая вот интересная. Так, это кто вот такой красивый? Я уже смотрела, да? Это филиппиненсис. Вот он. Вот написано филиппиненсис. И вот он здесь обвил палочку. И вот так красиво цветет. Такой вот красавчик, беленький. Уже орхидеи должны быть. Опа. Ой, тут хорошо, прохладно. Тут сквознячок. О, класс. А мы с той стороны, что ли, заходили? Не могу. Вообще не пойму, куда мы вообще заходили. Угу. Смотри, какая красота. Вот это сбрасывает кору. Девочки, даже не знаю, кто это. Но очень интересный. Бабаб. Ну, орхидеи там я посмотрела, в основном там орхидеи. Какие интересные растения. Девочки, на выставке быстро водила камерой, снимала, много народа, шумно. Надеюсь, кто-то из девочек, из мальчиков, кто приедет, кто был, кто еще будет еще 2 дня. Но это уже я буду вам это видео показывать, когда уже мы уедем. В автобусе буду монтировать. Надеюсь, сделают там красиво, с музыкой. Боже, какой кактус выше меня. Тут лавочка, можно садиться и наслаждаться. Прям вообще, смотрите, сколько. Даша, смотри, какие кактусы, да? Сумасшедший дом. Боже. Да, сейчас посмотрим. Обалдеть. Кому интересна история кактусная, смотрите, что тут творится. И, в общем-то, может, кто-то, я с удовольствием посмотрела, кто красиво вот сделает видео такое с музыкой. Вау, какие они все. Знаете, как это? Наташа, смотри, какие пуфики. Пуфики присесть не хотите? Кто устал? Боже, такие прям трубочки у него. Это кто? Досилерион лангиссимум. Да. Ну это прям... Да, давайте я сфоткаю здесь. С пуфиками? Агава. А это да? Агава, смотри, какая она огромная. Это вот она цветет так. Нифига себе. Агава. В общем, орхидеи посмотрели, да? Энциклии, ансидиумы, бульбовые в основном. Котлеи там, по-моему, были парочку. А за стеклом там тоже кактусы, я так понимаю. Вот здесь царство кактусов в этой теплице. Мамидария. Царство кактусов. Смотрите, какая милота. Это просто великолепно. Он такой пушистый, у него вот такой вот цветок. Просто милота. Вот там будет бутон открываться на самой макушке. Класс. Как он называется? У него подпорка здесь, смотрите, какая. Вот его название. Пилосоцериус лeucocephalus. Девочки. Прям хочется его потрогать. Он такой мягонький, с цветочком. Красота.
семейка. Боже мой, какие кусты. Вот этот молочай, который мы называем. Ого-го. У меня тоже как-то давно был. Все, моя кошка к нему лезла. Потом потеряла интерес, однажды его грызанув. Ух ты, похоже на герберы. Вот и есть гербера. Герберы. Давай, я иду. Все, девочки, мы покидаем этот оазис. Очень жалко, что мы не смогли попасть внутрь к орхидеям. Снимали через стекло. Что сделаешь? Такова жизнь. Пуш. Орхидеи цветут вовсю. У них там спецусловия. Ну, там, честно говоря, не протолкнешься. В общем, вот в таких условиях, конечно, им тут просто... Они там просто жаруют. Цветут себе. Просто вау. Вот это мне, конечно, очень нравится. Филиппиненсис. Видите, какие они? Природники. Все, друзья мои. Вон, кстати, есть хищник рядом с ними, с орхидеями. В общем, друзья мои, мы заканчиваем это видео про ботанический сад в Дрездене. Надеюсь, что вам было с нами не скучно, местами интересно. Ждем вас в следующих сериях. Смотрите, какой антуриум. Красный такой яркий. Пока-пока.